Французы обожают свистеть. Мигранты занимают рабочие места во Франции. На любом мероприятии, где будет Макрон, его могут спокойно освистать, и никому ничего за это не будет. То, что я молодая, это не значит, что я буду плохо работать. Это вина, которую тебе пытаются навязать. Блин, ты не выбирал, где родиться. Это очередной выпуск нашего великолепного шоу, которое называется «Новейшая волна», где мы рассказываем истории российской эмиграции последних нескольких лет. И сегодня у нас в программе Оля, человек, который переехал во Францию по магистратуре, отучился в Erasmus Mundus в нескольких странах и закончил магистратуру по социологии и миграции. Как это называется вообще эта наука? Вообще, это социальные науки, и программа называлась «Транснациональная миграция». Да, чтобы это выговорить, нужен логопед. И сколько лет ты, получается, уже живешь за границей? Получается, в целом уже 2 года, и до этого я много раз ездила во Францию, в том числе училась на семестре по обмену, когда это было возможно. Получается, всего 2 года. Можешь рассказать немного о себе, вообще про твой бэкграунд, как ты переезжала, вообще какая у тебя история с Францией? Я знаю, что она началась еще в 2017, правильно? В 2018 году, вот. Можешь рассказать, как вообще, откуда ты? Вообще, я родилась в городе Саранск, это Республика Мордовия в России, очень люблю свой город. И с Францией свое знакомство я начала в 2018 году, как раз когда у нас был чемпионат мира, и в университете я учила французский язык как главный, и была у меня идея фикс, что надо поехать во Францию, чтобы потренировать французский. Денег у меня не было, и я нашла программы волонтерские, в которых ты оплачиваешь только перелет, а проживание, питание, все оплачивается программой, и поняла, что вот мне это надо. И в 2018 году я впервые, вот, кстати, с этого вокзала, где мы сейчас снимаем, получается, вокзала Аустерлица, я уехала на свой первый волонтерский проект. Здесь же впервые я встретилась с этим любимым французским явлением забастовками, потому что все поезда были отменены, я застряла в какой-то дыре, и у меня не было пересадки в город, который я хотела. Ну, в общем, добралась я нормально. И, собственно, так, наверное, началась моя любовь к Франции, вообще любовь к стране, к языку. И потом уже, когда в университете, опять же, у нас была возможность поехать на семестры по обмену, я поняла, что я бы, правда, очень хотела это сделать. Я поехала потом в Руан, в бизнес-школу, отучилась там семестр. Там же я поняла, что я хочу получать магистратуру на французском, но при этом я хотела еще попутешествовать. И это желание много путешествовать и учиться на французском, оно никак не стыковалось с тем, что реально получалось. И в какой-то момент я ехала с папой из Москвы в Саранск, мы ехали, он по работе, я не знаю, зачем, наверное, домой ехала. И я просто искала программы, стипендии, и тут бац, такая программа называется МИТРА, так называется транснациональная миграция. Она преподается на французском языке полностью, практически. Там еще английский есть, но тем не менее большинство курсов было на французском. И там путешествия заложены в программу. Семестр ты учишься во Франции, семестр в Румынии, семестр в Испании. Я влюбилась, все. И я такая: папа, я хочу сюда поступить. Ну, он меня вернул, конечно, с облаков на землю, и такой: ну, ты подожди, сейчас закончишь университет, там посмотришь. Ну, не то чтобы он был прям против, просто он не думал, что это возможно. Ну, естественно, я увидела цель, я к ней пошла. И, собственно, подала документы, там еще был, конечно, очень долгий процесс подготовки к экзаменам, ковид, когда все отменили, непонятно было вообще, будет ли существовать программа, но в итоге я здесь, я получила эту стипендию, очень ею довольна, очень рада, что у меня получилось пожить в разных странах и сравнить опыт не только французский, но еще и опыт жизни в Испании и в Румынии, потому что это, несмотря на то, что это Евросоюз, это разные страны, это разный жизненный уклад, и это разные системы, даже не системы, подходы к преподаванию, мне кажется, это важно. Чем тебя привлекла программа именно в академическом плане? Ну, то есть я понимаю, что ты путешествовала, это была классная возможность посмотреть Европу с разных сторон, но почему именно миграция? Какой у тебя был бакалавриат? Бакалавриат у меня был в международных отношениях, то есть выйти из международных отношений в миграции, это просто, легко, можно сказать. Вообще, миграции как таковые меня не очень сильно привлекали в академическом плане, то есть у меня не было идеи фикс там помогать беженцам, спасать исключительно мир.
Меня, конечно, привлекла программа, я поняла, что я могу на нее попасть, и сама любовь к миграционным процессам у меня случилась уже на самой программе. То есть изначально я планировала изучать детей, мигрантов, и как они развиваются, но это невозможно было, потому что нужно специальное разрешение, ты не можешь интервьюировать детей и все такое. Мне пришлось сменить немножко фокус, но в процессе, когда я уже больше познакомилась с социологическими исследованиями, там, с качественными, с количественными, ну, преимущественно с качественными, потому что мы больше на них делали упор. И я поняла, что это то, что я хотела делать всю свою жизнь, потому что я изначально хотела поступать на журналистику и много путешествовать. В моей голове журфак это было вот именно про это. Путешествие плюс брать интервью. И тут я беру интервью у людей, я делаю гипотезы, я делаю интересную тему, которая мне нравится, а у нас была возможность выбрать любую тему, которую мы хотим, связанную с миграциями. И это было очень здорово. Поэтому изначально, наверное, у меня не было такой огромной любви к миграциям, и она пришла уже в процессе. А когда ты поехала на свою самую первую стажировку сюда, что это было? Это был волонтерский проект, правильно? Да, первый это был волонтерский проект в городе, в маленькой коммуне, называется Абиньер-Акан. Мы работали на археологических раскопках. По сути, это звучит круто, археологические раскопки, но по факту мы просто чистили местность, делали так, чтобы она выглядела прилично. Ничего сложного, но это было очень здорово, особенно потому, что это был 2018 год, это чемпионат мира. И у нас в Саранске к этому моменту построили арену большую, как раз-таки, чтобы там проводили матчи. Там у нас играл, кстати говоря, господи, как его зовут? Рональдо. Маленькая информация про Саранск. И когда я сюда приехала, уже был финал, то есть играла Франция с Хорватией. И это ощущение, когда французы выиграли, когда ты сидишь в баре, смотришь на матч, с одной стороны сидят хорваты, с другой французы, с другой ты, все хлопают, все такие: «О, ты из России, классно! Вот мы сейчас смотрим чемпионат». Вот это ощущение объединения, которое как раз, мне кажется, было в России тоже на чемпионате, оно было каким-то незабываемым, и мне вот очень грустно от того, что нет больше таких мероприятий, на которых можно почувствовать вот это вот единение людей из разных стран. Как будто бы мы все люди, мы все здесь ради одной цели, и даже, ну, неважно, француз ты, россиянин или, я не знаю, кто угодно. В тот момент ты влюбилась как раз во французский менталитет, или когда это произошло? И вообще, нравится ли он тебе? Вообще, мне кажется, что нет такой штуки, как менталитет, есть какие-то культурные особенности, плюс есть еще понятие, ну, как бы индивидуальности. Человек может быть вообще разным, но то, что я вот вижу по своим коллегам, то, что я вижу по своим друзьям, мне с ними комфортно. То есть мне комфортно обсуждать вещи, которые они обсуждают, не знаю, экологию, политику, все это мы очень любим, и это очень здорово, поэтому... И как раз на волонтерском проекте мы тоже этим, собственно, это обсуждали, экологию, политику. И для меня Франция вообще это страна, ну, которая всегда в авангарде. Я имею в виду не технически, давайте это признаем, но идейно. То есть свобода, ну, такая тоже, знаете, там вопросики могут быть, но тем не менее, как идея свободы, равенства, братства, мне кажется, это, ну, прям не то чтобы чисто французская идея, но когда мы говорим об этом, мы представляем Францию. И для меня вот эти ценности, они как раз важны. Друзья, наш проект «Новейшая волна» — это новый проект, который мы только запустили, поэтому нам очень важна ваша поддержка. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, мы будем рады любой поддержке, реакции. Отправляйте это друзьям, рассказывайте о нас. И если у вас есть история, которой вы хотели бы поделиться о своей эмиграции, пишите нам в директ в Инстаграме, подписывайтесь там тоже, мы будем рады вам. Мы находимся в 16-м округе. Видим потрясающую статую свободы, которую вообще-то французы подарили американцам, но у них есть своя собственная статуя свободы, даже не одна. Вот мы с тобой уже это обсуждали, в Люксембургском саду еще одна стоит, но она маленькая. И там написано 2 даты, в том числе дата Великой Французской революции. Это знаковое событие для всего мира, для всей истории, мне кажется. Наверное, в таком месте стоит поговорить вообще про свободу. Что для тебя свобода, Оль? Как вот для социолога, человека, который исследует очень много миграцию и так далее? Мне кажется, как для исследователей свобода это вообще очень сложное слово, потому что его нельзя обозначить, его нельзя потрогать, его нельзя привести к какому-то единому показателю. Это тебе не гравитация, которая есть везде, ты знаешь, что это такое. Это что-то, во что каждый человек вкладывает свой смысл. Вот для меня свобода — это про возможности делать, про возможности говорить и, наверное, в первую очередь про возможность думать. Когда есть
вот эти вот 3 возможности думать, говорить и действовать, как я чувствую правильно, не нарушая, естественно, законов, все такое, вот это и есть свобода. Хотя, наверное, если прям углубляться сильно, мне кажется, вопрос, есть ли свобода абсолютная, это вопрос, в котором можно похоронить себя и вечно в нем разбираться. Вот, поэтому, скажем так, относительная свобода для меня про это. Слушала твой подкаст про дискриминацию, существует ли она и так далее. И ты там обсуждала про существует ли вообще свобода слова во Франции. Как ты думаешь, это, она есть или в чем затык? Я, наверное, скажу так, я немного изучала Францию именно с точки зрения социологической, то есть как страну, да, а вот свободу слова скорее нет. Но я думаю, что в целом свобода слова, вот в том понимании, в котором нам хочется ее понимать, что я свободен говорить все, что я хочу, такого не существует, потому что иногда то, что я хочу сказать, оно, не то, что неадекватно, оно опасно. То есть я могу сказать, что надо убивать там других людей, потому что они какие-то не такие. Ты, конечно, это можешь сказать, но это же опасная очень идея, и насколько это, можно позволять себе говорить, я не знаю, у меня нет на это ответа. Во Франции, мне кажется, больше свободы слова, больше свободы действий, больше свободы думать. Если вы пройдете в метро в Париже или просто на любом мероприятии, где будет Макрон, его могут спокойно освистать, и никому ничего за это не будет. Это что-то, что для меня, это как вы это, что просто, это непонятно для меня, как для человека, который вырос в другой стране. Но тоже нужно понимать, что, например, газеты, которые существуют во Франции, они тоже кем-то спонсируются. Кто спонсирует, тот заказывает и как говорят у нас по-русски, кто платит, да, там за банкет, играет. Да. Типа, кто оплачивает банкет, тот и заказывает музыку, вот что-то такое. Точно, да. Вот, это такая же история, поэтому прямо 100% свободы слова, наверное, нет нигде, и она, скорее всего, невозможна. Я думаю, что она невозможна. Но ее здесь больше, чем в других странах, мне кажется. Оля, ты закончила магистратуру, и расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я работаю, я закончила магистратуру, получается, в июле, я защитила магистерскую диссертацию, и с этого момента я стала активно искать работу. Не то чтобы июль и август во Франции — это лучшие времена для поиска работы, потому что все в отпусках. Это не шутка, это реально так. Подтверждаю. Да. Да. Это не стереотип. Поэтому было сложно в этот период искать, но я нашла в сентябре. То есть я до этого в целом пыталась искать, я ходила на собеседование вообще, чтобы понять, что мне интересно. И с юридической точки зрения было очень много нюансов, потому что ты заканчиваешь магистратуру, у меня был студенческий титр, документ, и там есть свои нюансы. В общем, это было просто огромное погружение во французские законы. И я нашла контракт в университете, в одном из парижских университетов. Я сейчас работаю в международном отделе. Я работаю изначально, планировалось, как мне объяснили на собеседовании, что я буду работать с иностранцами, но ничего подобного, я работаю с французами, которые хотят поехать на мобильность, на семестр по обмену в другую страну. И, по сути, я курирую процесс получения стипендий. Вот за это я люблю очень Европу, что здесь очень много возможностей для студентов. Прям вот какое-то нереальное количество. И музеи бесплатные, и еда, особенно во Франции, еду тебе могут дать или бесплатно, или там за какие-то копейки, типа евро, 3 евро, 5 евро за большой бокс еды. За то, что есть возможности учиться по стипендии, учиться в классных вузах, за это прям мой большой респект Европе. И в связи с этим у меня следующий вопрос. Расскажи, в чем особенность французов, когда ты непосредственно с ними работаешь? Насколько удается, в частности, выстроить эти отношения, чтобы они были более близкими, а не исключительно такие деловые, профессиональные? Удается ли вообще так? Я бы не сказала, что у меня прям лучшие мои подруги француженки, потому что, во-первых, за время моей магистратуры я скорее училась с людьми из разных стран, и у нас только одна девочка была француженка, но мы с ней очень хорошо прям подружились. Она вот, знаете, из тех француженок, которые веганки, вегетарианка, она не веганка, за инклюзивность, за все хорошее. Вообще она классная, и она действует так же, то есть она как будто бы в ней нет вот этих двойных стандартов, то есть она и к себе также относится, и к окружающим относится также, и она не разделяет людей по цвету кожи. Я прям ее за это очень сильно уважаю. Мне кажется, она прям
вообще очень классная. А на работе с коллегами у меня выстроились достаточно хорошие отношения, могу сказать. Особенно был токсичный комментарий от одной женщины из другого отдела, когда я пришла первый день на работе, должен был быть у меня свой офис, но из-за того, что офисов не хватало, нас поместили вдвоем с другой коллегой из другого отдела. И как бы у меня вообще нет проблем, пожалуйста, давайте работать вместе, вообще не проблема. Но той коллеге по-моему, здесь за 45, и ее начальница пришла и такая: вот, а почему у вас стол больше у меня? И я такая: ну, такой дали, как бы не то, чтобы я выбирала стол. И она сделала комментарий, что вот, мол, вам сколько лет, вам 25, а моей, ну вот новой, соответственно, коллеге, у нее только 25 лет опыта. Я такая: ну, извините, что я могу с этим сделать? И я ей сказала, что как бы, ну, то, что я молодая, это не значит, что я буду плохо работать, и как бы опыт же не говорит о том, какой у меня должен быть стол. Мы токсичность не выносим, и я умею за себя постоять в этом плане. И она очень быстро перестала вообще какие-то вот такие комментарии делать по поводу моего возраста, потому что 25 лет, мне кажется, ты здесь еще как ребенок воспринимаешься. Такой, знаете, подросток. Да, что... есть такое тут l'âge de maturité, оно Да. позднее, чем... Да, именно. Детей заводят позднее, Да. ну, тут и жизнь длиннее, собственно. Мне кажется, в 25 Период становления личности, тут больше времени на это дается. Да. Больше свободы, как будто бы. Попробовать что-то, себя, еще что-то. Ты как человек, который сейчас работает с французами, которые хотят уехать учиться за рубежом, и как человек, который работал с русскоговорящими, кто хотят уехать учиться в Европу, в чем основная разница мотивации французов и русских ребят, которые вот так хотят уехать в другую страну учиться? Потому что условно я могу понять мотивацию русских, вот то, что ты описала, что качество обеспечения, качество образования в некоторых сферах хромает, объективно говоря, в России, ну и в других странах СНГ. И поэтому они хотят за большим уехать в Европу. А вот французам что не хватает? На самом деле здесь важно понимать несколько вещей. Первое, очень часто, вот по крайней мере у нас в ВУЗе на 3-м году обучения семестр по обмену обязательно для всех. То есть нет опции не ехать. Ну, там есть ряд исключений из разряда, если ты сам уже иностранный студент и ты учишься во Франции, тогда да, у тебя есть вариант не ехать. Если ты болеешь и не можешь покидать территорию Франции, ты тоже можешь не ехать. Но в целом это обязательно. И, ну, я ни разу не встречала таких людей, которые не хотели бы куда-то уехать. Для них, наоборот, это классно. Им дают стипендию. Erasmus Plus — это стипендия, которая позволяет им поехать в другую страну и не зависеть от родителей. Там достаточно, не то чтобы большая сумма, но ее точно хватает на то, чтобы базовые расходы покрыть, проживание, питание, поездку, сам вот перелет или еще куда-то, потому что цены на перелет не такие уж и высокие. Это правда, да. То есть тут можно найти билеты за 30, 40, 50 евро. Да, плюс багаж, но тем не менее. И для нас сейчас из Москвы полететь в Париж, ты просто... Минимум 30 тысяч, ну 25. Это минимум в лучшем случае, 30, да. Соответственно, здесь у них дешевле, у них больше возможностей, но так как я не общаюсь напрямую со студентами, я больше отвечаю за бюрократические процессы, за то, чтобы все было в норме, за то, чтобы у них все были документы и так далее. Я могу сказать про Румынию, потому что Румыния — это не самое популярное направление. Когда выбираешь программу Erasmus+, то есть семестр по обмену, у французов ты можешь выбрать 3 университета. И, соответственно, куда тебя возьмут, там зависит от разных факторов, в том числе от твоих оценок, от твоей успеваемости, вот это вот все. Я встречалась с ребятами в Румынии, которые из итальянских вузов приехали в Румынию. Румыния вообще не была их вариантом. То есть они мечтали там о других странах, они мечтали о Париже, о Барселоне, еще о чем-нибудь, но поехали в Румынию. И для них это было супер полезно, потому что Румыния — это не Франция, Румыния — это не Испания, Румыния — это другая Европа. Там немножко другие все равно ценности, это ощущается, вот даже в воздухе. Это другая культура. Более консервативная. Да, более консервативная. Ну, наверное, с Францией, что не знаю, что может сравниться в плане либеральности. Германия, наверное. Ну да, может быть, Германия, может быть, да, вот Нью-Йорк, как мы обсуждали, именно некоторые штаты в США, ну тоже плюс-минус. И для них было полезно, и там еще был такой нюанс, что тогда Румыния не входила
В ЕС, наверное. И в ЕС она не входила, господи, там в Шенген, по-моему, да, она не входила, и поэтому они не могли остаться более 3 месяцев, нужно было документы делать. И, наконец-то, я такая: ребята, теперь вы понимаете, что значит сделать документы. Каждый раз, когда я говорю: блин, я хочу поехать там в какую-нибудь страну, мне говорят: ну так езжай. Я говорю: мне виза нужна. Ну, сделай. Я такая: господи. И сейчас французы ощутили это на своей... Да, и сейчас они начали понимать, там итальянцы были, но тем не менее, они поняли, каково это, когда ты должен собрать кучу документов, доказать, что ты не верблюд, доказать, что ты с благими намерениями. И для них это был опыт, который их изменил, что ли. То есть они поняли, что бывает по-другому. И мне кажется, это было очень... Ну, я немножко поехидничала, я такая: молодцы, наконец-то, поняли мою боль. Я представляю, какое у них было чувство, когда, у французов, по крайней мере, в Соединенные Штаты, им не нужна виза, у них другой документ, который сводится просто к тому, что ты платишь $30, как бы пошлину, и все. И я представляю их эмоции, когда им нужно уехать в какую-то Румынию, это сложнее, чем в Штаты. Да. Вот у меня как раз француженка, о которой я говорила, Полин, она на 3-й семестр я ездила в Испанию, она полетела в Сенегал. Ну, понимаете, да? И она там, на себе ощутила и дискриминацию, и как на нее смотрели, что она белая, и там, получается, обратная дискриминация. Ну да. И это тоже неприятно, это тоже такого не должно быть. Почему ее дискриминировали? Потому что она белая. Ну, почему? Может быть, наверное, для становления личности такой было неприятный полезно. такой неприятный опыт, это помогает, так сказать. Да. И как раз еще к вопросу, для нас учеба за границей — это про борьбу. Надо выиграть, надо доказать, надо подать кучу документов. Здесь учеба за границей — это больше про привилегию. То есть, когда у тебя есть привилегия поехать за счет Европейского Союза в какую-то страну и там поучиться, это привилегия. И мне кажется, это тоже важно напоминать себе об этом, что это правда для них привилегия, для тебя это другой вопрос. У тебя нету такой возможности, у твоих родителей тебя обеспечить, чтобы ты там... у кого-то есть, конечно же, мы же не все в России одинаково богаты. Но, тем не менее, для ребят, с которыми мы работали в теплостаде, это скорее про какое-то желание и про большую силу воли. Про то, что они знают, как будет тяжело, про то, что они знают, что стипендия — это не супер огромные деньги, на которые ты выживешь прям 100%, и они все равно едут. Есть ли у тебя какой-то до сих пор культурный шок? Может быть, что-то смущает, шокирует, удивляет? Смешные французы, может быть, какие-то? Да как таковых шоковых историй каких-то нет. Вообще я люблю достаточно Францию. Мне кажется, это достаточно, по мне, комфортная страна для жизни. Что меня, наверное, напрягает, это 2 факта. Возможно, сейчас будет шок-контент, простите меня заранее, если это кого-то заденет. Это что французы обожают свистеть. Я ненавижу, когда люди свистят. И мне кажется, французы делают это гораздо чаще, чем вообще люди в других странах. И спасибо за поговорку «не свисти, денег не будет». Не знаю, кто ее придумал, я бы ее поддержала, потому что французы обожают свистеть. Я не знаю, почему. И второе тоже, я заметила у французов, это... В общем, они любят на улице делать свои дела, скажем, там, пописать на улице — это вообще без проблем. Вот абсолютно, в любом месте. И для меня это не то чтобы... Нет, для меня это вообще культурный шок, потому что такое у нас я вижу редко. Практически не вижу. А свистят они просто как напевают что-то или... Да, то есть просто идет человек такой фю-фю-фю-фю-фю в магазине, выбирает там, я не знаю, товары, фю-фю-фю, и я стою, и я не могу просто этот звук свиста, он мне так на уши давит, и мне прям очень тяжело, я стараюсь уходить, чтобы себя не нервировать лишний раз. Мы находимся в внутреннем дворике дома музея Бальзака, и так сложилось, что тут довольно высокая концентрация русскоязычной диаспоры в Париже. Как ты считаешь, как себя чувствуют русские мигранты, которые эмигрировали после 22 года, после событий 24 февраля, тут в Париже? У тебя и в подкасте эта тема тоже упоминалась, и хотелось бы, знаешь, сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что было условно 10, 15, 20 лет назад, если тебе доводилось общаться с мигрантами из разных поколений. Моя подруга, с которой я как раз училась на программе, мы с ней записывали эпизод подкаста про дискриминацию россиян во Франции.
Мы, ну, точнее, не мы, она делала упор на мигрантах, которые приехали до 24 февраля, и как их жизнь изменилась. И такой глобальный итог исследования заключался в том, что самих фактов дискриминации не так уж и много. То есть там были проблемы с банками, но, как правило, например, не давали ипотеку, у кого-то возникали вопросы с открытием новых банковских счетов, но больше скорее влияла пропаганда, которая идет про... Вот она не употребляет этого слова, моя подруга, но я употребляю про русофобию, что вот все россиян ненавидят, все россияне сволочи поганые, и вот это все, и ты как будто бы это читаешь, и ты в это как будто бы веришь, но в реальной жизни этого не происходит. Стоит уточнить, что это речь идет до 22 года, правильно? Это да, про мигрантов, которые приехали до 24 февраля 22 года, это, то есть они уже устаканили свою жизнь во Франции или там плюс-минус. То есть у них другая ситуация, поэтому она, собственно, и выделила две группы. Я намеренно не стала брать тему про россиян, потому что она у меня болела, а изучать вопросы и как ученый все-таки я считаю, что нужно с холодной головой. Понятное дело, что ты не избежишь субъективизма, что ты не избежишь какой-то вот своей оценки, это все понятно. Но когда у тебя болит, ты в любом случае это отразишь в своем исследовании. Тогда оно уже его нельзя назвать нейтральным. А оно должно было в идеале быть нейтральным. Поэтому я выбрала цыганок, там точно ничего не болит, там мне нравится. Я просто готова была изучать и готова была прям с открытым умом на это смотреть, с открытыми глазами, слушать их и не доверять каждому слову, то есть искать подтверждение. Вот. Подруга моя взяла такую тему, которая ей больше откликалась. И потом, когда я стала искать работу, я была готова к тому, что меня будут дискриминировать, потому что я россиянка из-за паспорта. И ни разу такого не было. Ну, то есть я говорила о том, что сложно искать работу, но это не потому что, это же опять, это мое мнение, это мой опыт, у кого-то могло быть по-другому. Мне было сложно искать работу не потому, что я россиянка, а просто потому, что у меня другой паспорт. Паспорт не Европейского Союза. Моим одногруппникам из Бразилии, из Камеруна, из Бенина также сложно искать работу во Франции, как и мне было ее искать сложно. При том, что я из своей группы, я первая, кто нашел вообще контракт, кому предложили какую-то работу. То есть тут скорее проблема, связанная с фактом иностранности, не вдаваясь в... Да. То есть ни разу меня не спросили, вот вы россиянка, как вы смотрите на то, что сейчас происходит? Ни разу не было такого. Скорее всех пугают документы, что нужно менять статус, что нужно работодателям двигаться, делать какие-то дополнительные активности для того, чтобы тебя нанять. А когда ты свежий студент, который во Франции еще не работал фактически, это большой риск. А тебя, если нанимают на постоянный контракт, тебя практически не уволить. Слишком много «а если». И для них это тоже такая рулетка. Обидно, но что поделать. На подкасте мы как раз говорили с Лией, с моей подружкой, об имплицитном чувстве вины. Это, по сути, вина, которую тебе пытаются навязать. То есть ты виноват. Это, знаете, сейчас, простите меня, пожалуйста, феминистки, как мужчинам некоторым каким-то пытаются навязать вину за то, что они мужчины. Просто ты родился, ты плохой, потому что ты мужчина. Я не очень согласна с этой стратегией, но это примерно такая же история. Ты плохой априори, потому что ты россиянин. Все. Неважно, какой ты человек, неважно, что ты делал, неважно вообще ничего, ты плохой. И ты внутренне в это начинаешь верить, что, наверное, да, я мог что-то сделать по-другому. Наверное, я недостаточно говорил «нет», наверное, я недостаточно там еще чего-нибудь. И в какой-то момент ты себя можешь этим затюкать, прям реально затюкать. Я не имею права, я не знаю, если есть выбор между гражданином одной страны и другой страны, я точно на это не претендую, потому что гражданам другой страны хуже, чем мне. И это все, с одной стороны, да, глобально, если смотреть, но с точки зрения человека, ты родился, ты не выбирал, где родиться. Ты родился, потому что ты родился в Африке, все, ты родился в Африке, ты родился в России, ты родился в России. Ты не мог выбирать это не твой выбор, ты можешь с этим как-то жить. И вот это вот чувство вины, оно мешает, оно тебя внутри может разрушать. Вот, поэтому надо бы от этого, конечно, избавляться, пока не очень получается. Мне кажется, для этого нужна какая-то большая работа внутренняя, и
не то, что общественное движение, а, ну, людям надо объяснять. Да. И это как раз-таки работа и медийных личностей, там, психологов, социологов. Мгм. У меня есть очень показательная история. Когда я только приехала во Францию, я почему-то была очень против сайтов знакомств, Тиндера, вообще, что за какой кошмар, мы так не знакомимся. Ну, было у меня много таких предубеждений. И в какой-то момент мои одногруппники мне сказали, что это все бред. Ну, не в таком, конечно, смысле, типа, Оль, что за фигня. Но в момент я подумала, почему бы и нет. В конце концов, я социолог, я должна исследовать этот мир. И если есть Тиндер, значит, нужно посмотреть, что там происходит. Думаю, ладно. И в конце концов, я тоже девушка, мне тоже хочется, ну, каких-то отношений теплых, хочется человека рядом. Я загрузила Тиндер, и одно из моих первых свиданий с французом, у меня было одно свидание с французом. И, естественно, мы заговорили про миграции, потому что это обычная история, что ты делаешь во Франции. Я учусь на магистратуре, изучаю миграции. И он мне выдает: мигранты вообще-то занимают рабочие места во Франции, и все мигранты уроды. И я стою перед ним, мигрантка. Я ему говорю: ты понимаешь, что перед тобой стоит мигрант? Ну да, но ты же другая. Я такая: в каком плане? Ну ты образованная. Я такая: и что? Ну ты как бы не мусульманка. Я такая: ну, во-первых, ты этого не знаешь. Может быть, я мусульманка. У нас в России есть Татарстан, в котором, ну, Да, у нас много и людей. Кавказ, и Татарстан, Кавказ, да. В Мордовии у нас есть село, в котором живут мусульмане. То есть это прям очень, ну, скажем так, нормальная история. И не то чтобы татары выглядят супер по-другому, супер от нас отличаются. Есть татары, которые выглядят, в кавычках, так же, как и русские. Или мордва в моем случае, потому что я родилась в республике Мордовия. Поэтому ты не можешь сказать, что я не мусульманка. Ну, объективно. Ну, тут и различие отношения французов к мигрантам, скажем так, из Северной Африки, Африки в целом. Хотя половина из них, если говорить про Африку южнее Сахары, то там католики те же самые, просто африканские. Да? Вот. Но в этом, наверное, смысле действительно русским повезло, что они белые. Да, Может быть, да. на каком-то бытовом уровне, Да. что они могут слиться, так ассимилироваться. Это правда. У нас были такие случаи вот во время моей программы, что мы это обсуждали. Девушка рассказывала, она из Конго, у нее подруга, которая француженка, но она темнокожая. И периодически ее останавливают для проверки документов. То есть меня бы не остановили, а ее останавливают, хотя она француженка, просто она темнокожая. Такой, ну, расовый вопрос, он до сих пор существует. Это как в Москве в метро бурят и якут Да. останавливают для проверки. Это меня всегда тоже, я смотрю, думаю, Да, у меня так подругу остановили, мою лучшую подругу. Попросили документы, она вышла в аптеку из дома, из общаги в аптеку, ее остановили, но она без документов, она вышла в аптеку и повели в участок. Она мне звонит: Оля, что делать? И вот надо было доставать её. Видишь, как полицейские везде плюс-минус похожи. Да. Последний вопрос в этом чудесном месте хочу тебе задать. Снова про русских мигрантов, но уже после 2022 года. Как они вообще, в каком состоянии они сюда приезжают? Насколько спонтанно, насколько напротив запланированно и с видением будущего? Мне кажется, у всех по-разному. Если человек переезжает по учебе, то, скорее всего, он готовился к переезду. Это было долгое время, то есть подавал документы, сдавал экзамены. То есть это миграция более осознанная. То есть я понимаю, что я собираюсь мигрировать. Хотя не везде студенты считаются мигрантами, это тоже важно понимать. Люди, которые покидают Россию из-за политических причин, у них совсем другие, соответственно, причины, больше связанные с политикой и все такое. Они теоретически могут подать на беженство, если им что-то угрожает в России. Есть еще часть людей, в основном это женщины, которые уезжают к французам мужьям. Там тоже больше история такая про понятную миграцию, про миграцию, которая, она может быть не супер запланированной, но в целом она понятная. И когда у тебя есть кому приехать, это гораздо легче, чем приехать в никуда. Вот особенно политическим мигрантам
которые не беженцы, но они связаны с политикой, которые уезжают, вот им тяжелее всего, наверное, потому что, скорее всего, здесь у них не так много людей, на которых они могут опереться, не так много вариантов, если они не знают язык, потому что без языка все равно во Франции сложно. Надо французский хотя бы там на B1 знать, не сдать. Но то, что людей объединяет, и мне кажется, это важно, все, кто пытается переехать после 24 февраля 2022 года, все знают, как им будет тяжело. Как будет тяжело в плане банковских карт. Иллюзий нету. Возможно, у кого-то есть, но глобально, наверное, все понимают, что все, ты из Сбербанка на Société Générale, французский банк, ты не переведешь деньги. Это невозможно. Pas possible. Все. Значит, нужно искать другие средства, нужно искать, я не знаю, крипту, то, что еще делать, казахстанские карты открывают. То есть это весь процесс, и об этом нужно подумать, и это требует, как это говорят в английском, кишков, типа guts. И эти люди, которые мигрируют, мне кажется, они очень сильные. Они сильные духом, и, наверное, мы сильные духом. Мы знаем, что не будет легко, но мы все равно делаем выбор в пользу того, чтобы уехать. Мне кажется, часть какая-то действительно очень хочет вернуться, но не может. Это точно такие есть, я с такими людьми знакома. И они так и говорят, что вот я надеюсь, что скоро это закончится, и я смогу вернуться. А какая-то часть принимает жизнь здесь, потому что как будто бы здесь им больше нравится на данный период. Соответственно, они могут здесь уже осесть хорошо. И они уже не думают о том, как там дальше будет в России. Или думают, но меньше чуть-чуть. И глобальная разница между мигрантами, современными диссидентами советскими и белыми мигрантами в том, что и те, и другие боролись против коммунизма. То есть тех и других поддерживали в их борьбе против системы. Сейчас ситуация другая. Да. Сейчас ты рассматриваешься как потенциальный враг, и тут возникает этическая дилемма, что ты как будто бы из страны, которая делает плохие вещи. Да. И ты автоматически на тебя могут повесить лейбл, что ты тоже такой же, просто потому что ты родился в этой стране. И как будто бы раньше легче различали государство и гражданина этого государства, а сейчас даже сложнее для европейских бюрократов. Как будто раньше предыдущие вот эти вот ветки миграции этих людей специально брали, показывали всем, смотрите, есть протестные... Сейчас тоже такое у нас есть, вот с Яшиным, с Карой Мурзой, вот это вот все. Да. Такое. Все иностранные агенты, кажется, надо же сейчас это рассказывать обязательно. Их показывают как людьми, которые борются с режимом. И раньше тоже таких людей поддерживали, но большинство мигрантов, они не Яшин и не Кара Мурза. Там и не другие, естественно, оппозиционные лидеры, я сейчас не буду про всех говорить. И их мало кто поддерживает. То есть, если у меня случится проблема с банком, я что делать буду? Да, вероятно, 50 статей на «Медузе» об этом не будет. Да. Никто об этом не побежит рассказывать, и за счет этого нам сложнее. Я не говорю, что это вот какие у них, какое классное, у них вообще классное положение. В тюрьме люди сидели, это вообще другое. Но я говорю о том, что в стране наше положение более шаткое, чем на данный момент их положение. Вот. И мы все равно едем. То есть и мы знаем, что здесь мы можем столкнуться с тем, что на нас просто все грехи мира скажут, вот все из-за вас, это все вы, надо было по-другому что-то делать, надо было выходить на протесты. Но мы все равно едем. Да. Верим, что будет, наверное, по-другому, что может быть по-другому. Но зарекаться не будем. Да, посмотрим. Посмотрим, поживем, увидим. Друзья, мы с Олей так увлеклись разговором, что в один выпуск все не уместилось. Вторую часть ждите уже на следующей неделе.